Здравствуйте, мои дорогие! Я снова рада видеть вас на своем канале. Ну что, девчоночки, сегодня новый урок. Поехали! Сегодня у нас с вами довольно-таки перехоженная коррекция. Эти дизайны мы на канале с вами делали. Ссылочки постараюсь оставить на них в описании. Если не забуду, если забуду, то напомните мне обязательно в комментариях. Обе эти ручки были на канале. Вторая рука у нас была со втиркой. Но втирка, к сожалению, на коррекцию не дожила буквально пару дней. Ее при мне слопали. Но, тем не менее, мы переходим непосредственно к коррекции. Как обычно, подготавливаем ногтевую пластину, убираем старый материал. Если где-то есть небольшие отслоечки, убираем и их. И заодно убираем длину ноготков, потому что данная клиентка длинные ногти у нас не носит. Чем же осложнена сегодняшняя наша коррекция? Очень сильно вниз растущими ногтями, как в принципе 90% ногтей у всего народа человеческого. Поэтому в основном мы всегда, как мастера, сталкиваемся с тем, что ногти нам необходимо поднимать. Итак, мы сегодня снимаем материал по максимуму, поскольку у нас ноготочки очень-очень короткие. На такой короткой длине слишком большое поднятие у нас не получится сделать. Апекс у нас большой на такой короткой длине тоже не нужен, поэтому материал оставляем на ноготке совсем по минимуму, чтобы просто не пилить по натуральной ногтевой пластине, а все остальное снимаем. Далее по стандартной схеме подготавливаем наши ноготки. Мы отодвинули кутикулу, фрезером вычищаем птериги, наносим праймер, базовый гель и переходим непосредственно к моделированию. Не знаю, как вы, а у меня прям слюни текут, когда птериги летит в разные стороны вот такими вот большими кусками. Мне прям так нравится этот процесс. Напишите в комментариях, кто-нибудь есть у нас такой же извращенец, как и я. Чем же еще сегодня осложнена наша коррекция? Обратите внимание на безымянные и средние пальчики. У нас не хватает боковых параллелек. В процессе носки они опять же пострадали от ежедневной нагрузки и просто постирались. Поэтому эти части нам тоже нужно будет добавлять, чтобы вытянуть хороший красивый квадрат. И для того, чтобы выполнить сегодняшнюю работу, нам помощником будет торговая марка Росси. Эту посылочку мы с вами уже смотрели, обзор на эту посылочку мы с вами уже тоже делали. Полигелем, акрилатиком этой фирмы мы с вами уже работали. Ссылочку оставлю в описании, обязательно посмотрите. Сегодня же мы будем делать стекловолокно и моделирующий гель. Именно в этой технике при помощи стекловолокна и моделирующего геля мы будем дополнять нехватающие нам боковушки. Обратите внимание, на геле написано Super Strong база. На самом деле моделирующий гель это и есть база. Любой моделирующий гель это база. Но тем не менее, чем же отличается база от гель-лака от моделирующего геля? В том, что гель-лаковые базы у нас растворимые, а моделирующие гели не растворяются в жидкостях. Поэтому, если вы снимаете ногти растворением, то вам моделирующий гель растворить не удастся. Ну а поскольку все пилят, то в принципе большой разницы, чем делать ногти, сейчас нет. В любом случае, хоть под базу, хоть под моделирующий гель нам нужно нанести грунтовочный первый втирающий слой материала, на который в мокрый слой мы можем сразу же положить наше стекловолокно и его притоптать, закрепить, и потом уже перекрывать основной моделирующей каплей. В общем, именно так мы с вами и поступим. Обратите внимание, стекловолокно закладываем с запасом на ногтевое ложе. Оно у нас будет в дальнейшем еще очень долго отрастать, еще ближайшие 2-3 коррекции оно у нас на руках будет оставаться. И заодно будет укреплять нам именно вот эти вот места, которые подвержены более всего нагрузке. То есть вся нагрузка приходится у человека в процессе работы на эти места, и они у нее просто вытираются.
Соответственно, и мы, как мастера, ближайшие 3 коррекции будем защищены от того, что у нас будут выпадать какие-то куски ногтей. Поэтому очень удобно работать в данной технике. Самая основная задача — это хорошенечко притоптать наше стекловолокно, чтобы оно хорошо пропиталось материалом и приклеилось к поверхности ноготочка, чтобы оно потом не тянулось за кисточкой. Хотя, если какие-то волосинки еще будут продолжать тянуться, их можно будет просто аккуратненько убрать. Излишки волокна мы отрезаем техническими кусачками, чтобы не пилить по волокну, потому что все-таки не очень приятная процедура опиливать волокно. Лучше этого избежать, и, соответственно, все излишки лучше срезать. А далее наносим каплю моделирующего геля. Это Super Strong база от Роси, напоминаю. И если мы работаем на такой длине и не планируем слишком что-то поднимать, то, соответственно, и выкладку материала можем сделать в безопильной технике. Сегодня я выкладываю именно без опила, но пилить буду все равно, потому что я пилежный маньяк, и вы все об этом знаете. Итак, что же у нас получается? У нас получается, что на такой длине у нас ноготочки практически под мясо убраны. На такой длине нам не выйдет слишком высоко поднять ногти. Но это, в принципе, не нужно, поскольку у нас и апекс на такой длине невысокий. Поэтому у нас получается изогнутая боковая арочка, не совсем под арочный квадрат, но и на такой длине арочного квадрата у нас тоже не получится. Поэтому, грубо говоря, выходит укрепление натуральных ногтей без особой арочной архитектуры. Далее переходим к выкраске, и сегодня мы будем делать очень нежный, красивый дизайн ногтей с кружевами. Мы прокрашиваем ноготочки в 2 контрастных цвета. На средних ноготках у нас получается довольно яркий неоновый оттенок, на остальных пальчиках нежный розовый. Но благодаря тому, что на неоновых ярких ноготках мы нарисуем нежное кружево, у нас получится ощущение от дизайна не яркое, а очень нежное и выдержанное. Как обычно, все гель-лаки наносим в 2 тоненьких слоя. Я на руках клиентов привыкла и всегда работаю в 2 слоя, потому что все-таки 2 тоненьких слоя намного легче контролировать, чем 1 толстенький, и пытаться там что-то выкрасить сразу же в идеал. Поэтому я люблю красить в 2 тонких, хотя материал, в принципе, позволяет работать с ним и в 1 слой. Тот цвет, которым я покрывала остальные ноготочки, светло-розовый, я развела немножечко с финишным покрытием, сделала его полупрозрачным. И именно этим оттенком подготавливаю себе заготовочки для будущих своих кружев. То есть вырисовываю какие-то цветочки, собираю композицию, которую я потом прорисую тонкими линиями, и у меня получатся замечательные кружева. В принципе, на самом деле, вот здесь вот можно нарисовать совершенно любые по форме пятна. Эти пятна соединить тоненькими полосочками прорисовки, и у вас тоже получатся кружева. Поэтому, если вы не совсем понимаете схему этого цветочка, хотя здесь ничего сложного, если вы будете ставить на паузу и перерисуете себе на бумажечку схему этого цветка и в ней разберетесь, то вы сможете нарисовать и такой сложно сочиненный цветочек, потому что ничего особо сложного в нем нет. После того, как наши подмалевочки хорошо просушены, мы перекрываем матовым топом, потому что прорисовку будем выполнять глянцевой красочкой по матовой поверхности.
Кстати, красочка для прорисовки у меня сегодня тоже от Росси. Замечательная красочка, хорошо пигментированная, мне понравилась. Ну а теперь выставляем кисточку на одну волосинку на кончике и вырисовываем кружева на нашем кружеве, грубо говоря. Хорошо звучит, тавтология получилась, но тем не менее мы обрисовываем те пятна, которые мы заготовили для себя по контуру, добавляем совсем тонюсенькие перемычки и получаются кружева. За счет того, что красочка у нас глянцевая на матовой поверхности, перекрывать мы ее уже ничем не будем. Соответственно, вот этот вот объем от красочки, которую мы выкладываем, тоже у нас сохранится. И кружево у нас будет смотреться очень объемно и интересно. Итак, вот такие вот ноготюлечки у нас получились. Очень вкусные. Вживую смотрятся потрясающе красиво. Нам с клиенткой очень понравилось. Надеюсь, понравилось и вам. Не забудьте заглянуть в описание, потому что в описании будет очень много полезных ссылок. Не забудьте поставить лайк, подписаться на канал, потому что впереди вас ждет еще очень много чего интересного. Я же на сегодня с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока!